Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Трикотаж. С вами, как всегда, замечательные Эля, Ева и Дина. И также наша замечательная Анна, которая находится у нас за кадром. И я, мистер Налей Вода. Сегодня я и моя шерстяная футболка, которая полностью покрыта котами, решили сделать обзор на заведение, которое называется «Итальянский ресторан Чоткин». Вот так вот оно выглядит. Это какое-то новое место, которое открылось, по крайней мере, на Тейковые, его раньше не было. Открыл его какой-то небезызвестный шеф Чоткин, о котором его известность говорит, что мы о нем ничего не знаем. Все, что можно сказать про это заведение, что это очень дорого. Мы заказали 6 позиций, и это все стало нам в 75 евро. Я не знаю, пиццы по 12,5 евро, ну, конечно, да, это, ну, в принципе, типа в центре, там, в туристических местах оно-то так и стоит, но, конечно, в доставке пицца за 12,5 евро, ну, такое, не знаю. Ну, и пасты по 13 евро тоже, не знаю. И самое интересное, что у них есть в меню канноле. Канноле. Это вот такой вот итальянский десерт, если не знаете, вот так вот он выглядит. И за 140 грамм канноле просят 6 евро. К сожалению, у них его не было, и мы его не смогли заказать. Вот. Но было бы, конечно, интересно посмотреть на то, как это выглядит и что это из себя представляет. Но помимо этого мы заказали... Сегодня у нас 3 пиццы, 2 пасты и 1, как обычно, салатик. Да, сегодня мы узнаем, чем кормит шеф Чоткин, кто он такой и что за заведение он решил открыть. Пицца у них указано, что они готовят ее 72 часа, созревает тесто, там что-то при каких-то 85%, не знаю, вот это вот все типа псевдо. Итальянская тема вся, хотя по сути пицца это просто тесто с остатками еды, которое у вас осталось, это уже сейчас оно переросло в непонятно какие-то блюда высокой кухни, но в общем и далее. Не будем мы затягивать, посмотрим, чем кормит шеф Чоткин. Спасибо всем, кто смотрит наши видео, спасибо всем, кто оставляет комментарии. Да, я знаю, мы обещали вам сделать обзор на стритфуд, но мы поедем его записывать завтра, потому что на улице идет дождь, а в дождь особо выходить не хочется, и поэтому мы заказали себе пиццы. Вот, так что в эту среду ждите обзор на стритфуд. Да. И встречаемся уже непосредственно с нашей едой. Как это так получилось? Как она здесь оказалась? Эля, ты видела? Никто не обратил внимания, даже как это произошло. Вот такие вот 3 коробки к нам приехали. И вот такой вот один пакет. Я напоминаю, наш заказ стоит 75 евро. За 75 евро получили мы хоть одну вилочку, получили мы хоть одну ложечку, получили мы хоть одну салфеточку. Я вам так скажу, что... Нет. Шеф Чоткин, видимо, решил, что если он берет по блюдо за блюдо по 13 евро, то, ну, зачем? Зачем давать еще какие-то приборы, зачем давать еще какие-то салфетки, зачем растрачиваться? И так на 72 часа тесто для пиццы созревает. В общем, сейчас мы отправляем Элю за кадр с чеком играться, а сами мы приступаем к нашей первой пицце. Ах да, немаловажный факт, ни одна из коробок не подписаны, и пиццы, как обычно, мы будем сейчас разгадывать и смотреть, что нам привезли. Ну какого? Ну серьезно, это уже начинает немного подбешивать. Ну типа, 75 евро, а вы не можете на кухне купить маркер, чтобы подписать коробку? Ну типа рил, вот что я сейчас должен угадывать? Что это пицца 4 сыра? Конечно, я это угадал с первого раза, потому что это единственная пицца без мяса у нас. Но типа, камон, хорошо, там 2 еще пиццы, 4 мяса и какая-то еще грибная. Что за бред? Неужели так сложно подписать коробку, написать там на ней что-нибудь, как-то хоть какую-то помарочку, мышу на ней нарисовать, что вот, типа сырная пицца или там, я не знаю. Вот. Пицца 4 сыра. Что можно по ней сказать? Выглядит она, выглядит, как-то вроде даже симпатичненько. Видно сыр, видны какие-то пригаринки. Пицца, скорее всего, готовилась в печи. У меня тут произошла небольшая заминка с весами. Они почему-то отказывались оттариваться. Да, шеф Чоткин, здравствуй. Здравствуй, мужчина. Молодой мой любимый Чоткий. Пицца 4 сыра.
Сейчас я посмотрю на эту цену, но весит она 360 грамм. 360 грамм, почему-то выписывая граммовки, я такой граммовки даже не видел. Ах, да, наверное, потому что в меню у них она оказана 440. Это 90 грамм недовеса. Ну ладно, не 90, 80. Вот, ну, в принципе, 80 грамм за 12 евро. 12-27 евро, типа, я вас попрошу. Итак, пицца 4 сыра. На улице холодрыга, хотя у курьера и была термосумка, она была открыта. Пицца сама по себе уже холодная, сыр никакой не тянется. В составе у нас указано горгонзола, моцарелла, пармезан и что-то еще. И страчателла. Страчателлы здесь следы просто, ну вот, возможно, когда-то она там и была. По факту, не знаю. Ну, пахнет все сырочком. Выглядит нежно и вкусно. Пробуем. Я, если честно, вот сейчас просто сижу в замешательстве. Ну, типа, да, это вкусная пицца, да, здесь вкусный сыр, но, типа, горгонзолы здесь не настолько и много. То есть вот этого вот вонючего носочного вкуса здесь моего любимого не так и много. Страчателла, конечно, да, встречается хорошо. Допустим, она там расплавилась или растеклась. Ну да, чувствуется вот этот нежный вкус страчателлы и моцареллы. Трошки немножко присыпано пармезаном. Не самым дорогим пармезаном, потому что он такой немножко мягковатый. Я люблю пармезан, когда он потверже. Да, он такой еще. Вот. Это, скорее всего, пармиджано риджано или что-то типа такого. Ну, 12 евро и недовес 90 грамм на пицце. Тесто, ну, тесто, не знаю. Я бы не сказал, что это тесто прям чем-то выделяется. Божественное, невообразимое, невероятное. Хотя в меню у них прям тесто выделено отдельным пунктом, что они его, типа, ну, там у них вызревшие, дозревшие, там идеальное, не идеальное, не знаю. Ну, типа, обычная пицца 4 сыра. Вот, ну, да, она вкусная. На 12 ли евро она вкусная с недовесом 90 грамм? Нет. Нет. Вот стоила бы она 10 евро и, там, или 9 евро. Потому что это пицца 4 сыра, там просто сыр и тесто, и все, и больше там ничего нет. За что я плачу остальные деньги, как бы непонятно. Ну, видимо, за имя и за бренд. Да, салфеток нам, конечно же, не дали, благо у меня есть тут свои салфеточки. Ну, посмотрим на следующую пиццу. Дальше наш четкий шеф Четкин передает нам привет и дает пиццу, которая называется, я так подозреваю, Котто е фунго. И котто е фунго — это как бы вот, ну, грибы, прошутто и тому подобное. И вот когда ты покупаешь пиццу за 12 евро, на которой написано, что она должна весить 500 грамм, ты последнее, что ты рассчитываешь получить в этой пицце, это полную пиццу шампиньонов. Нет, ну серьезно, ну типа за 12 евро я уже хочу получить какие-то более интересные грибы, чем шампиньоны. Выглядит это все наляписто, разбросано, просто накрошено грибы. Тут на одном куске есть грибы, на другом куске этих грибов практически нет, они куда-то уехали. Собрано это все непонятно черти как. Ну типа, ну что это? Ну серьезно. Если я вот по ней уже прямо сейчас я вижу, я могу, ну, предположить, что она не весит 500 грамм заявленных своих за 12 евро. Сейчас я попытаюсь ее как-то собрать, разобрать на тарелочку, потому что мне теперь это интересный момент. Выглядит это все так, как будто вот мы только что на 75 евро нас опять кинули. И это уже начинает немножко раздражать. Потому что, ну, типа, 440 грамм, ну, типа, камон. 60 грамм недовеса опять, вот. 440 грамм. Я не знаю, из-за вот этой вот всей конструкции, конечно, вам веса не видно, но я как-то попытаюсь это сейчас все сфотографировать, потому что вы мне скажете, что я вас нагреваю. Ага, у меня камера в телефоне уже, да, телефон мой дошел до той стадии, когда камера уже не хочет работать. 440 грамм, это мы опять получаем 60 грамм недовеса, снова, причем... За такую цену еще недовес. Ну серьезно, ну недовес. Что это за куски тут с грибами? Что это за кусок, на котором просто одни грибы?
кусок, на котором вообще нет грибов. Как мне это пробовать? Возьмем какой-то... На 150 грамм нас кинули. Да, за 2 блюда уже на 140 грамм, получается, нас не довесили. Кайф. Просто ставь лайк, если тоже любишь, когда тебя кидают. Не, мне скажите, это прикол какой-то или что? Я не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. За это попросили 12 евро? Ну, типа, оно никакое. Здесь ветчины просто вот такие вот тонюсенькие микрослайсики, которых еще даже не на каждом кусочке лежит. Это раз. Во-вторых, корочки вкусные, да, но за 12 евро можно было бы уже и соус положить к ним, я не знаю. Окей. Это самый обычный какой-то томатный соус. Это вообще не авторский никакой соус, ничего. Это самый обыкновенный соус для пиццы. Вот если вы в Уго, который тут типа вот это вот круглосуточное, я уже когда-то про него рассказывал, в Уго взять самую дешевую пиццу с грибами и ветчиной, она будет вкуснее. Пусть даже на ней будут иногда и вареные яйца. Яйца вы можете убрать, пиццу съесть, она будет вкуснее и сытнее. Ее там будет больше, и она будет стоить дешевле. Что это? Что это за бред? В 2 раза дешевле, да, причем. Ну ладно, не в 2, но может там лев 15. Ну короче, 7 евро, она там 7-8 евро будет стоить вам пицца, которую вы можете съесть 24/7. Ну типа, ну что, это какой-то прикол, шампиньоны, блин. Пицца, которая называется с грибами, она с шампиньонами. Ну типа, серьезно? Сыра на этой пицце практически вообще нет. Сыра вообще нет. Вообще просто его... Это вот, его нет, он даже не просматривается, его нет ни кусочка. Ладно, хорошо, мы тут провели за кадром расследование, мы разобрали эту пиццу чуть более детальнее на запчасти, приношу извинения, сыр там есть. Но сыра настолько тонкий, но он настолько просто никакой, как будто это обычный какой-то вот самый дешевый кашкавал, который туда накрошили тонюсеньким слоем, еще и размазали, чтобы он был просто наноуровня, с наноуровнем ветчиной и наноуровнем грибами. Ну серьезно. Вот гриб, вот где он тут, где-то я его тут видел. Вот он. Вот, если я сейчас посмотрю через этот гриб, я увижу, как Аня сидит за кадром. Ну, типа, серьезно. Ну, он нарезан настолько тонко, что я даже не знаю, как можно нарезать настолько тонко гриб. Они что, грибы на слайсере режут? О, последняя пицца. Методом исключения мы смотрим, что наша последняя пицца называется пицца 4 мяса. Дорогие друзья, вот такой дичи, это именно вот дичь, это я не знаю, я не могу подобрать эти слова, это вот такой вот дичи, я просто не видел никогда. Это вообще что? Вот это вот просто 2 куска. Вот оно просто так и лежит, оно не порезано, оно просто вот так вот сверху и лежит. Это вообще что? Не, ну вот это вот вкусная итальянская колбаса. Я такую вот подобную ей пробовал, но как бы она не порезана, ничего. Ну да. Угу. Вкусная ветчинка. Другой прикол в том, что... не, подождите, я же это еще взвесить должен. Мы же должны узнать. Но она, конечно, после термообработки, не скажу, что стала прям замечательной. Она немножко как-то даже подкисливает почему-то. Итак, пицца 4 мяса. Пицца 4 мяса заявлена как пицца, которая весит 600 грамм. И сколько бы вы думали мы получаем? Мы получаем 525 грамм. Ну, хорошо, допустим, я там кусочек ветчины еще откусил. 5 грамм, хорошо, 530 грамм. Вот. Ну, типа, серьезно, ну, что это? Это, причем самая дорогая у нас пицца, она стоит практически 13 евро. Так, тарелка мне больше не пригодится, тарелку я убираю. Эля мне пригодится, но Элю я далеко сильно убирать не буду. Уже 210 грамм недовеса. Уже 210 грамм недовеса у нас. А я напоминаю, цены здесь конские. Мы не получили никакого даже соуса для корочек, хотя
мы не получим, да, ну, да, я... Короче, здесь все тот же томатный соус, какие-то куски фрикаделек, или что это, какие-то куски мяса сверху здесь, фарша. Все та же ветчина, которую мы видели буквально только что в грибной пицце, колбаски пепперони и... я не знаю. Видели бы вы только что лицо Ани после того, как она попробовала вот эту вот ветчину. Короче, первый кусочек был мне еще ничего. Я не распробовал. Второй кусочек Аня сказала, что по вкусу он как желчь. В принципе, я соглашусь. Это недалеко от истины. Эта колбаса и в изначальном варианте своем была какой-то самой дешевой. Возможно, не самой дешевой, но вкуса в ней относительно не было. Вот эти вот куски мяса, ну типа ок. Ну типа без... Это вообще, это просто, ну... Все, что тебя тащит эту пиццу, это вот эти пеппероньки. Вот. Колбаски. Все остальное, ну просто, ну что это такое? Ну что это такое? Почему это стоит 13 евро? Почему это так дорого? Мы за эти деньги Мы за эти... могли бы поесть вот ту раз. Да. Мы нашли тут одну пиццерию. Если у них есть доставка, мы как-нибудь вам покажем это в обзоре. Закажем домой. Но, по-моему, они так далеко до меня не довозят. Они находятся в центре. Но это просто за гранью добра и зла. Это, наверное... Ну, хорошо, если абстрагироваться от цены... Ой, точнее, не абстрагироваться. Я уже не знаю. Я даже не знаю. Я вот хотел найти какие-то положительные стороны в этой пицце, а потом мне вот вернулся вкус вот этой ветчины, и я передумал искать какие-то положительные стороны в этой пицце. Потому что нас просто кинули на граммовки, скинули на деньги, скинули на вкусную пиццу. И шеф Чёткин вообще не чёткий, вообще вот просто вообще. Да, зато у них брендированная коробочка, не подписанная, конечно. Да, ни одной салфетки, замазался, пока ел пиццу. Пиццу, конечно же, надо было есть, видимо, ножом и вилкой. Ах да, простите, ни ножа, ни вилки, ни салфетки. Короче, я не знаю. Посмотрим теперь, как они справляются с пастой. Далее у нас по расписанию идет коробочка с пастой, которая, конечно же, конечно же, что вы думали, что она подписана, а она не подписана. Но по внешнему виду я могу предположить, что это у нас карбонара. Карбонара стоит 12,5 евро за 405 грамм. Прошу заметить, 405 грамм. Не 410, не 400, не 450. Но здесь, конечно, мы получаем законные 450 грамм. Вот так вот это все выглядит. Да, с коробкой. Ну, конечно, да, с коробкой. Конечно, вилочек-то нет. Разжившись вилочкой, я могу посмотреть, что у нас здесь находится. Находится у нас здесь вот такая вот паста. Паста, кстати, похожа на домашнюю. Красивого желтого цвета. Вот к пасте пока у меня вопросов нет. Соус прям выглядит приятный. Такой сверху натерт пармезанчик. Здесь у нас используется, скорее всего, гуанчали. Да, щечечка похожа, не похожа на бекон. Вот. И попробуем. А вы знаете, вот, наверное, этому заведению стоило просто не заниматься пиццами, а заниматься пастой. Это вот прекрасная такая вот домашняя, вкуснейшая просто вот сама по себе паста. Прекрасный перечный. Вот карбонара, вот как она и должна быть. Это прекрасный такой насыщенный вкус черного перца с сыром, с желтком, разбавленным вот этим жиром от свиной щеки. Просто вот, ну, это прям очень вкусно. Это прям очень вкусно. Вкусно ли это на 13 евро? Ну, я бы сказал, что да. Да. Если эту... Конечно, в доставке, возможно, и нет. Потому что она уже, конечно, подостыла. Чуть-чуть не такая горячая, но... Эту коробку я съем просто с великим удовольствием. Это, наверное, одна из вкуснейших карбонар, которые я ел за последнее время. Не считая домашнюю, которую я готовил. Великолепный, нежный соус. Прекрасно сюда вписывается вот это вот пармиджано реджано, которого здесь просто нормально положили. Здесь его не пожалели, в отличие от пиц. Почему-то туда они пожалели
положить нормально соуса, но здесь прям очень чувствуется такой вот сырный, яичный, желточный вкус, прям Вот за это хочется отдать деньги, вот это хочется есть. За пиццы вообще нет, вообще нет. И дальше вслед за карбонарой у нас идет трюфельная паста за 13,60, короче, почти за 14 евро. Здесь должно быть 440 грамм. Я что-то немножко сейчас посмотрел на цену, немножко офигел. Потому что я, по-моему, когда заказывал, я не обратил внимания, что она столько стоит. Конечно же, здесь тоже мы имеем довес 490 грамм. Пахнет это все, конечно, сразу вот грибами, трюфелем. И так прям приятненько. Сверху мы видим белый соус. Опять шампиньоны. Шампиньоны, ну тут уже вопросы к пасте за 14 евро. Что здесь делают шампиньоны? За 14 евро их здесь просто физически быть не должно. То есть ни одного кусочка. Никаких других больше грибов мы здесь не наблюдаем. Вот такие вот тоже, опять же, длинные макароны. Это похоже чем-то на папперделло или как они там называются. Трюфель. Да, трюфель отчетливо чувствуется на запахе, но возможно он даже есть в соусе. И соус выглядит так, как будто это просто перемолотые в блендере грибы. Вот когда вы, знаете, делаете крем-суп из шампиньонов, вот он выглядит и имеет текстуру примерно вот такую же, когда вы его один раз пропускаете через блендер. Пробуем. Другого слова, кроме как великолепно, у меня к этому блюду нет. Конечно, всегда можно сделать лучше за 14 евро. Можно было положить сюда белые грибы, можно было положить сюда какие-то слайсики трюфеля или просто потереть его на терочке сверху, вот при подаче, для того, чтобы было видно хотя бы, что он здесь присутствует. Да, по запаху он-то здесь есть. Не совсем понятно, это именно трюфельное масло или нет, но скорее всего я почти уверен, что его здесь натерли на терке и замешали в соус вот этот вот. Но это великолепный, нежный, сливочный грибной соус, но с трюфельным таким вкусом. Но опять-таки здесь шампиньоны. Ну да, вы получаете полноценный такой грибной вкус от них. Вот когда вы их шампиньоны перемалываете в блендере, они отдают вот этот вот более такой насыщенный грибной вкус, в отличие от того, если их просто пожарить или запечь, или еще. Вот когда вы разбиваете именно клеточную структуру гриба полностью целиком, тогда да, шампиньон отдает больше своего вкуса. Здесь это ярко выраженно чувствуется, что это вот просто перебит, скорее всего, это делался как крем-суп с грибами и трюфелем, а потом просто он заливается сверху в пасту. Вкусно. Вкусно. На 14 ли это евро вкусно? Нет. Нет. Да, здесь довешено, да, в отличие от пиццы и тому подобное, здесь есть ярко выраженный вкус, здесь чувствуется прям, за что ты платишь. Но не за 14 евро, нет, это слишком дорого. Было бы здесь какой-то более ярко выраженный вкус чего-то, или более насыщенный грибной вкус, или да, хотя просто какие-то больше интересных сочетаний вкусов, потому что здесь вы чувствуете сливки, грибы, трюфель, ну и вкусная паста, вот. Пойдет. И последнее блюдо у нас на сегодня, это моя любимая рубрика «Салат-патруль». Вот эта вот коробочка, да? Я не знаю, вам, наверное, плохо видно. Здесь вот такой вот слой сантиметра 1,5 листиков рукколы. Сверху на нем лежит прошутик. И сверху запеченный кусочек козьего сыра. Да, вот такая вот небольшая коробочка. В меню указано, что она должна весить 220 грамм. Давайте сыграем в игру. Сколько она весит здесь? Она весит 230 вместе с коробочкой. Ну, в принципе, плюс-минус довешена, да? Ну, типа, казалось бы, 230 грамм салатика с кусочком козьего сыра. Ну, типа вот, я знаю, вот примерно похожая порция в Happy стоит, если мне не изменяет память, что-то в районе 15 лев, то есть 7 евро, да? Ну, типа, нормально. И там большая такая порция, наверное, раза в 1,5 больше, чем это. На тарелке, красиво вам подают. Готовы? Сидите. 12 евро. 12 евро. Я даже перепроверил, я пересмотрел. Вот эта вот коробочка, 200 грамм салата, в котором прошутто просто,
Здесь того прошута кот наплакал. Козий сыр, ну типа козий сыр это вообще, ну, здесь это не такая дорогая роскошь, которую вообще невозможно типа чуть... Да, сейчас мы возьмем тарелку и разберем это на тарелке, потому что мне интересно посмотреть это все. Давайте же мы с вами разберем этот салат и посмотрим, чего здесь сколько. Да, я уже полез туда руками, в принципе, это все равно я буду здесь есть, и даже если это буду есть не только я, то, в принципе, нам не привыкать. Есть с рук и есть кошачью шерсть, и все. Не, я хочу просто по количеству. Смысл это на весы взвешивать тут. Ну, нано количество этого прошута. Какая-то сладковатая заправочка чувствуется. Вот столько прошута вы получаете за 12 евро. Вот там еще, конечно, один кусочек остался. Ну, ай, телефон, ну что ты делаешь? О, вот. Вот такой вот кусочек нам попался. Ой, кусочек. Вот такой вот салат у нас сегодня нам попался. Я уже даже не знаю, начинаю заговариваться, потому что у меня нет цензурных слов для того, чтобы выразить эти мысли. Руккола уже какая-то немножко, как будто она уже полежавшая. Ну, наверное, потому что кусок сыра был теплый, и руккола после теплого сыра стала немножко жухленькой. Если бы этот салат стоил в 2 раза дешевле, я бы сказал, что это просто невероятный отвал башки салат. Это очень вкусно. Это вот вкусная, сладковатая такая медовая заправочка с вот этими вот слегка вот этими вот горьковатыми листиками рукколы, с вот этим вот сырочком мягеньким, да, с вот этим вот вкуснейшим прошутто. Просто невероятное сочетание вкусов. Да, я забываю вечно, вы любите, когда я чавкаю. Да. Поэтому очень вкусный салат. Очень вкусный салат, но елки-палки, ну цена 12 евро за 200 грамм вот этого. Да здесь просто даже, ну, здесь маржа на этом салате, наверное, процентов 600, если не больше. Ну за 24 лева, или за 25, можно взять хороший кусок мяса вообще-то. Да, за 25 лев можно взять хороший кусок мяса, вот Аня за кадром говорит. За 25 лев это можно просто взять тадрики. Вот мы вчера брали с тобой свиную лопатку. Я взял килограмм свиной лопатки в Лидле. Она была... в ресторане, это я уже... В ресторане в Лидле, неважно. Ну и короче, ну не 12 евро за вот это. Ну не 12, ну не 12, ну не. Да, это вкусно, но это прям очень дорого. Это, наверное, самый дорогой салат с самым низким объемом, который ко мне приезжал. Даже... Но зато вкусный. Даже вот те, которые приезжали просто полные коробки листьев, они были, ну, более набиты листьями, как бы это парадоксально не звучало. Вот такой вот у нас сегодня с вами обзор получился. За вот это вот все добро мы отдали сегодня 75 евро. Мне хочется тихо сесть в уголок и поплакать. Ну, потому что хорошо, пасту и салат я съем. Да, оверпрайс. Но я это съем с удовольствием. Пиццы. Ой, шеф Четкин, что ж ты делаешь, мужик? Ну что ты делаешь? Ну зачем ты это делаешь? Зачем? Ну почему? Почему? Как ты до этого докатился? Как можно так настолько плохо сделать? Ну серьезно, ну это типа пиццы, вы кичите пиццами, что у вас классные пиццы, так они фигня. Ну она мне не полная фигня. Ну это просто в мусор сразу можно выкидывать, это невозможно есть. Паста вкусная, но паста немножко оверпрайс, потому что не может паста столько стоить. У вас какое-то классное, крутое заведение, в котором там дорогие, роскошные итальянские интерьеры из мрамора, там, не знаю, гранита, керамики, там какой-то итальянская печь, которую вы везли там из Италии. Я не знаю, я не могу просто найти оправдание, почему все это так дорого. Ой, буду ли я еще оттуда заказывать? Нет. Нет. Даже при всем при том, что мне паста очень понравилась. Но если бы она стоила дешевле, да, тогда бы я заказывал.
В общем, вот такой вот у нас сегодня бомбящий обзорчик получился. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо всем, кто ставит лайки, ставит дизлайки, пишет замечательные комментарии. Напишите, какая у меня классная прическа и как я поправляю все видео волосы. Да, я знаю, обруч остался в ванной, и я просто не хотел его надевать в кадр, а то вы скажете, что еще в обруче в кадре сижу. В общем, до встречи в эту среду на обзоре стритфуда. Заказывайте только из вкусных мест и только вкусную еду, и желательно еду с довесами, приборами и салфетками. И до скорых встреч. Вы были на канале Трикотаж. С вами были замечательные Ева, Дина, Эля и наша замечательная Анна. Вот. И пока-пока.